Всем привет! Чем же заняться в большом, красивом, но при этом скучном мире RDR онлайн, когда ждешь большого глобального обновления? А заняться-то есть чем. Это фармов баксов, за которые можно будет прикупить много новых плюшек, если, конечно же, выйдет обнова. Да и в целом лишние баксы никогда не помешают. И в этом нам поможет глич, механика которого, кстати, перекочевала из GTA Online, и до сих пор там она работает. Итак, поехали. Все, что вам нужно для успешного бизнес-плана, это друг в игре, он же бизнес-партнер, знакомьтесь, Скеврик. И забитая товарами на все 100 торговая лавка Крипса. Создаем отряд, приглашаем друга, остальных членов отряда, если таковые имеются. Но если еще осталось свободное место, то приглашайте любых игроков из сессии. Желательно с низким уровнем, им уж точно деньги не помешают на старте. В общем, собрали отряд. Так как вы лидер отряда, то начинаете задание по продаже товаров. Выбираете самый первый вариант короткой поездки. Это будет самым быстрым и легким способом. Советую вам перед началом разбить лагерь в Рио-Браво или в Щербатой горе, вот в этих местах, потому что из них самые короткие маршруты по доставке. Если знаете еще короче маршрут, то пишите в комментах. Ускоряю видео к конечной точке маршрута, так как здесь самый важный момент нашего глича. Первое. Если на конечной точке присутствуют NPC, которые ведут перестрелку с бандитами, которых вы не должны убивать, то в этом случае стопроцентный успех срабатывания глича. Вы заезжаете в желтую область и не спеша закрываете игру. Думаю, для игроков на ПК подойдет сочетание клавиш Alt F4. Второй вариант. Это когда вы приезжаете, NPC бандитов нет. Тут вам помогает друг. Вы передаете ему поводья, друг считает до 5. В этот момент вы начинаете подготавливать игру к закрытию. Останавливаетесь именно на вкладке «Закрыть приложение» и ждете нужного момента. Ваш друг, досчитав до 5, заезжает в желтую область. И как только вы услышите звон и увидите галочку в колесике, то моментально жмите несколько раз кнопку крестик или нолик, у кого как назначена кнопка действия, и выходите из игры. Итак, мы вышли. Что это нам дало? А дало нам следующее. После того, как вы закроете игру, ваш отряд автоматически расформировывается. И каждому, кто был в отряде и вез груз, дают по $500 и 2000 опыта. В нормальных же условиях, если не выходить, то эта же сумма делится между всеми членами отряда. Еще один момент. После выхода старайтесь всегда вернуться в ту же сессию, где и были, то есть присоединиться в сессию к другу. Но и это еще не все. После того, когда вы вышли из игры на данном моменте, зайдя обратно в игру, ваши товары останутся на месте. И таким способом можно возить товары почти до бесконечности. Но почти это иногда бывают такие моменты, когда игра залагает или интернет, и есть вероятность потерять весь товар. А это снова нужно забивать торговую лавку Крипса тушами и материалами. Если вы не знаете, как быстро забить лавку тушами, то вам тогда в это видео. Итак, подхожу к самому интересному моменту. В данном гличе, отвозя таким способом товары, лидер отряда, то есть вы, не получает ни денег, ни опыта. И тут вам на помощь приходит ваш друг. Пока вы заходите в игру, ваш друг создает свой собственный отряд. Естественно, и у него торговая лавка Крипса должна быть забита на все 100. И теперь он везет свои товары и по окончанию выходит из игры в нужный момент. If us bandits know something, it's killing!
И теперь вам на счет падает $500 и 2000 опыта. We're ready to go. Вот таким вот способом вы помогаете друг другу заработать деньжат и неплохо прокачать персонажа. В общем, на этом все. Если видео было полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.